Привет, Арми. Бывают дни, когда одного появления достаточно, чтобы изменить атмосферу. И сегодня был один из таких дней. Тэхён вернулся на мероприятие в флагманском магазине Серлин в Чиндаме. Из первого шуга стало ясно. Это было не просто обычное приглашение. Его походка, выражение лица, даже детали его наряда – все было идеально. Тэхён и Селин в очередной раз продемонстрировали химию, которую трудно описать словами, но которую легко почувствовать любому, кто ее видел. Аура Тэхёна на этом мероприятии была спокойной, но мощной. Он не был навязчивым. Он не пытался перетянуть внимание на себя, и именно поэтому все взгляды были прикованы к нему. Камеры следовали за ним, вспышки сверкали, и через несколько минут фотографии Тэхёна заполнили ленты новостей. Но сюрпризы на этом не закончились. На том же мероприятии Тэхён был замечен с Пак Богом. Они не просто присутствовали на одном мероприятии, они были рядом, общались и, казалось, чувствовали себя комфортно друг с другом. Легкая улыбка, непринужденная поза и естественная дистанция сразу же дали понять многим. Это была непринужденная химия. СМИ запечатлели этот момент. И фандом отреагировал. Многие хвалили их близость как теплую и зрелую дружбу. Никакой суеты, никакой драмы, просто две публичные фигуры, которые, казалось, уважали друг друга и наслаждались мероприятием по-своему. Затем, среди всех разговоров, фандом внезапно вспомнил кое-что важное. Прямой эфир Чингука. Некоторое время назад Чингук между делом заметил, что Тэхён и Селин очень совместимы, идеально подходят друг другу. Это не было громким заявлением. Это не был долгий анализ. Но именно потому, что это прозвучало так легко, многие сразу же согласно кивнули. И сегодня. Казалось, эти слова получили подтверждение. Тэхён стоял на мероприятии Селин, уверенный в себе, идеально вписываясь в обстановку, и фанаты вспомнили слова Чингука. Многие говорили, Чингук был прав. Как будто Чингук уже видел то, чему сейчас были свидетелями все. Но после этого события разговоры в фандоме постепенно изменились. Речь шла уже не о совместимости Тэхёна и Селин. Речь шла о Чингуке. Начали появляться восторженные комментарии. «Чингук, ты это видишь?» «Думаю, Чингук будет ревновать». Такой ревности, тихой, но нежной. И вот здесь динамика Тэкука снова ожила. Не в негативном смысле, а в смысле ревности Тэкука, которую фандом знает уже давно. Полон шуток, полон чувства принадлежности и всегда окутан теплом, которое трудно объяснить, не зная их прошлого пути. Что сделало все еще интереснее, так это реакция Тэхёна сегодня. Многие заметили, что его поведение на этом мероприятии отличалось от предыдущих дней. Более открытое. Более расслабленное. Более полностью присутствующее в моменте. Как будто невидимое бремя было временно отложено сегодня. Будь то атмосфера, окружающие его люди или просто комфортное состояние, было ясно, что Тэхён, похоже, наслаждался моментом. И именно здесь фандом снова связал его с Чингуком. Потому что в отношениях Тэкука счастье одного человека часто ощущается связанным со счастьем другого, даже без слов, даже без физического присутствия в одном месте. В конечном итоге, сегодняшняя история – это не только о моде. Это не только о Серлин. Это даже не о домыслах. Речь идет о том, как одно появление может вызвать столько чувств, восхищение, теплоту и, конечно же, фирменную очаровательность Тэкука, которая всегда заставляет фанатов улыбаться. Тэхён сияет на сцене. Чингук однажды просто сказал это. А фанаты просто чувствуют. И сейчас многие начинают понимать одну важную вещь. О чем бы ни говорили сегодня фанаты, о моде, дружбе или мелких домыслах, все всегда сводится к чувствам. Потому что Тэкук никогда не идет по громкому пути. Нет прямых заявлений. Нет никаких разъяснений.
Есть лишь небольшие фрагменты моментов, которые кажутся реальными тем, кто внимательно следит. Тэхён присутствовал на вечеринке Силин, сияя по-своему. Чингук задолго до этого сказал, что Тэхён и Силин идеально подходят друг другу. И сегодня эти два фрагмента времени, кажется, сошлись в одной точке. Для некоторых это было просто совпадением. Но для фанатов, которые давно следили за их взаимоотношениями, было трудно не улыбнуться. Потому что дело было не в притязаниях, не в обладании, а в том, как один человек понимает другого, не нуждаясь в личном присутствии. Реакция ревности, о которой так много говорили в фандоме, на самом деле не была новой. Это не была собственническая ревность. Это версия ревности Тэкука, ревность, которая ощущается теплой, мягкой и безопасной. Ревность, рожденная из беспокойства, а не из страха. И, возможно, именно поэтому Тэкук всегда чувствует себя по-другому. Ему не нужен какой-то особенный момент, чтобы почувствовать себя живым. Всего одно событие. Одно предложение в прямом эфире. И одна реакция фанатов, которая понимает без объяснений. Сегодня Тэхён стоит под светом прожекторов на Срлин. Завтра это может быть Чингук на своей сцене. Но тонкая нить, связывающая их, всегда присутствует. И пока мы можем чувствовать такие маленькие моменты, Тэкук всегда будет занимать место в сердцах многих. В конце концов, сегодняшний момент ощущался как маленький фрагмент, который так много объяснил без необходимости в длинных словах. Тэхён присутствовал на Срлин не просто как гость, а как сам собой, спокойный, уверенный и в правильном для себя пространстве. Ощущалась явная гармония не из-за камеры, а из-за того, как он держался в этой атмосфере. Его близость к Пак Багуму также добавила теплый оттенок к общей истории. Это не было громко. Не было чрезмерно. Просто простое взаимодействие, передающее комфорт и чувство безопасности. Это показало более расслабленную сторону Тэхёна. Как будто он действительно наслаждался моментом без давления, без требований и без необходимости что-либо доказывать. В то же время фанаты вспомнили слова Чингука из предыдущего прямого эфира. Эта короткая фраза о том, как хорошо Тэхён и Силин подходят друг другу, теперь звучала более глубоко. Не потому, что это было доказано сегодня, а потому, что это звучало искренне, небольшое наблюдение от человека, который знал Тэхёна не издалека. Последующая реакция фанатов на ревность Чингука также была вызвана не самой ревностью, а давней эмоциональной близостью. Это была не противоречивая ревность, а скорее версия ревности Тэкука, которая всегда воспринималась с улыбкой, легкой, теплой и полной взаимной заботы. И, возможно, в этом и заключается вся суть. Тэкук не процветает за смелыми моментами или громкими заявлениями, а за мелкими деталями, которые повторяются и кажутся неизменными. Пока это чувство остается ощутимым для многих. Эта история будет продолжать разворачиваться медленно, но верно. Потому что в конечном счете, что делает этот момент особенным? Это не только то, кто присутствует, а то, как это чувство доходит до всех нас. Без объяснений, без уточнений. Просто чувство, которое медленно нарастает и сохраняется. И, возможно, именно поэтому каждый раз, когда Тэхён и Чингук оказываются в одной и той же истории, даже если они находятся не в одном и том же месте, фандом всегда это чувствует. Спокойствие, последовательность. И всегда очаровательно. Если вы чувствуете то же самое, если вы тоже улавливаете эти маленькие вибрации, поделитесь своими чувствами в комментариях. Потому что часто самые честные мнения приходят от тех, кто действительно внимателен. А для тех из вас, кто хочет продолжать следить за такими маленькими историями, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на этот канал и включить уведомления, чтобы не пропустить моменты, которые могли быть упущены камерой.
но которые всегда имеют больше всего, что можно сказать. Потому что ты Куку никогда не нужна большая сцена, чтобы казаться настоящим. Достаточно одного маленького момента, и чувство проникает прямо в сердце. Спасибо, что уделили время и посмотрели до конца. Увидимся в следующем видео. Оставайтесь с нами и продолжайте прочувствовать каждую маленькую историю, которая всегда что-то значит.